Hi, Barbie! Hi, Ken! Hi, Barbie! Hi, Barbie! Hi, Barbie! Hi, Barbie! Hi, Barbie! Всем привет! С вами Наташа Берсик. Точнее, сегодня я практически кукла Барби Берсик. И в этом видео мы будем охотиться на мерч по предстоящему кинофильму «Барби» в Таиланде. В некоторых кинотеатрах продаются тематические наборы Барби, стаканчики для попкорна и напитков. Май? Ми? Я удивлена, потому что до этого мне сказали, что он раскуплен. Барби сет. Ми? Окей. Каком-ка? Нет, все-таки сет раскуплен, хотя до премьеры еще несколько дней. Видимо, фильм слишком популярен, и фанаты закупают все заранее. И, кстати, коробка для фотографий тоже уже немножечко потрепана. Картон порвали. Видимо, много фоткаются и запинаются в процессе. Конечно, я не могла пройти мимо магазина Toys R Us, и сразу при входе нас встречают стенды по фильму «Барби The Movie», но самих кукол я пока не вижу. Очень красивый стенд с домом Барби, и там все актеры, которые принимают участие в фильме. Они словно куклы в этом домике. Кстати, я заметила, что дата премьеры как-то внезапно изменилась с 21 июля на 20. А еще помимо улыбающейся Марго Робби и вот этой дверки, нас здесь не ожидает ничего по Барби Муви. Мне кажется, куклы должны были стоять именно здесь, но их нет. Нет даже ценников. Так что, может быть, еще нет поставки, либо, как вариант, все уже раскупили. Hi, Ken! Hi, Barbie! Судя по фоткам в интернете, в Заре одна из самых больших и интересных коллекций по фильму «Барби». Пойдем посмотрим, есть ли она в этом магазине, есть ли она в Таиланде. Кажется, нам сюда. Но я уже не вижу здесь клетчатое платье, которое очень сильно напоминает платье куклы из фильма. Я, можно сказать, за ним пришла. Ладно, давайте в первую очередь посмотрим на аксессуары. Здесь целая выкладка, ожерелье с ракушками. Почем у нас пластиковое ожерелье? 1290 бат. Вот такие цены. Мне кажется, что подобные очки можно легко найти на местном маркетплейсе в разы дешевле, но здесь есть бренд Барби. Красиво, конечно. Ого, 2490. Очки прям дорогие. И еще есть розовые. Также есть серьги-ракушки. И, внимание, здесь есть цепочка, которая очень сильно похожа на мою цепочку Берсик. Я в свое время вдохновилась Кэрри Брэдшоу, когда заказывала свою цепочку. Ну, а здесь логотип Барби. Еще вот такие крупные блестящие серьги. А сумочки, кажется, не из коллекции Барби. Как я вижу, здесь замиксовали просто розовые товары из магазина Zara и коллекцию Барби. Коллекцию Барби можно отличить по вот таким блестящим этикеткам. Ну и здесь стандартные футболки с логотипами. Розовые, белые. Логотип, кстати, вышитый. Вот такая футболка с первой куклой Барби. 1190 бат. И с обратной стороны она со спины. Вот эта футболка достаточно оригинальная. Возможно, даже приобрету. Джинсовые топы тоже из коллекции Барби. Джинсы нет. Это комбинезон с буковкой B на груди. Боди с блестящими буковками. Все, что джинсовое, это не из коллекции Барби, это просто одежда из Зары. А вот этот комбинезон Барби, и, кажется, подобный наряд был у куклы в фильме, но меня он, конечно, так не прельщает, как клетчатое платье. Возможно, оно есть в других магазинах Zara, надо еще в какие-то заглянуть и поискать. Еще футболки с логотипами, здесь они резиновые. Еще одно боди, розовенькое, блестящее. И футболка с изображением дома на спине. Но это, кстати, не дом из фильма, это просто игровой набор. Еще продаются штаны тоже с резиновым брендингом Барби. Босоножки внизу из стандартной коллекции, а вот эти сабо на широком каблуке коллекция Барби. Обувь 1590 бат, даже дешевле, чем очки.
С очками они, конечно, загнули. Причем на экране настоящая замануха. Там все те фотографии, которые я видела, то есть вся коллекция Зары, Барби и то самое платье, которое я хочу. Но в магазине этого нет. Купила в итоге футболку с первой Барби, а очки только примерила. Погнали искать, что еще есть в других магазинах. Боже, мне кажется, они мне малы. Сейчас мы в магазине Crocs. Здесь тоже вышла коллекция, посвященная Барби. Но, к сожалению, самой обуви нет. Да и джибитсов очень мало. Всего 2 штуки в наличии. Силуэт Барби и курточка. Мы с вами переместились в другую Зару. И здесь уголок с коллекцией Барби выделяется издалека, потому что все располагается на ярко-розовом фоне. Давайте посмотрим, что здесь есть, чего не было в том магазине, потому что здесь явно больше ассортимент. Здесь есть пижама шелковая. Практически Victoria's Secret, только Зара Барби. Полосатые кофточки с брендингом Барби. Розовые кроп-топы с блестящей надписью «Барби» из пайеток. Все остальное мы с вами видели в прошлом магазине. Давайте искать, чего не было. Кстати, здесь много вот этих футболок, которые я купила, а там прям раскупили, расхватали. Вот эта прикольная футболка. This is Barbie Land. Черная футболка с пайетками. А это заколка. Такая же, как кулон в прошлом магазине, только большего размера. Сережки с брендингом Барби. Все остальное повторяется, соответственно, клетчатого платья снова нет. И нет экстравагантной сумки в форме буковки B. Очень хотелось на нее посмотреть вживую. Не теряем надежду, еще поищем в других магазинах. Кстати, здесь еще выкладка с аксессуарами. И в прошлом магазине мы не видели только вот эти серьги, но, честно говоря, не сказала бы, что они как-то сильно ассоциируются с Барби. Только упаковка об этом говорит. Ну а вообще зона классная, потому что здесь даже есть коробочка, фотобудка. Причем она пластиковая, в отличие от коробки в кинотеатре. Правда, она отличается по своему виду от коробок, в которых выпускаются куклы, но все равно очень классная. Барби Зара. Ну а в этом кинотеатре целая арка, посвященная фильму. Кстати, дата премьеры тоже указана 20 июля. А еще здесь есть коробка для фотографий. Она почти такая же, как в первом кинотеатре, но здесь есть слюда, в общем, прозрачный пластик с передней стороны. С одной стороны, это более реалистично, больше похоже на настоящую коробку, но с другой на фотках, скорее всего, будет бликовать. Но в любом случае, классно, что сделали такие фотозоны к фильму. Саватика, Барби set мимай? Окей, капунка. В этом кинотеатре какие-то наборы, посвященные Барби, будут только 20 июля, то есть в день премьеры. В следующем магазине нет специализированного стенда, но зато есть куклы. Правда, не хватает главной Марго Робби ни в бюджетной версии, ни в большой версии. Куклы коллекционные в больших коробках стоят 3950 бат. Мне из них больше всего нравится афроамериканка, она здесь тоже есть, Барби Президент. Ну а Кен с доской для серфинга стоит 1995 бат. Там все-таки есть Барби. Почему, интересно, ее туда спрятали? Вот она, Марго Робби в блестящем комбинезоне. Стоит так же, как и остальные куклы в больших коробках. Надо исправить ситуацию, надо Кена спрятать, а Барби выставить на передний план, чтобы ее кто-то приобрел. И здесь есть Барби-автомобиль, причем версия с 2 рядами сидений, то есть это классный, эксклюзивный автомобиль. И стоит он, конечно же, дорого, 6950 бат. Очень тяжелая, красивая коробка. И, кстати, здесь проходит акция при покупке на сумму более 3000 бат. В подарок вот такой зонт, тоже посвященный Барби. Отдельно он стоит 495 бат. Ну что, ребята, мы переместились в день премьеры. Она в Таиланде 20 июля. И мы вернулись в тот же кинотеатр, где были до этого. Но сейчас здесь буквально появился Барби-ленд. Очень много новых установок, новых плакатов, целая зона, которой не было ранее.
Все супер празднично, и, как видите, в том числе появился тематический попкорн, стаканчики. Настроение праздничное, реально. Пойдем посмотрим поближе, что здесь еще есть. Раньше здесь была всего одна фотозона с коробкой Барби, а сейчас здесь много фотозон. Все выглядит очень масштабно. И давайте зайдем в эту арку, где мы попадаем в зону Барби с товарами, которые здесь можно приобрести, с куклами Барби, с одеждой. И также здесь располагается сцена, где наверняка будут проходить какие-то мероприятия сегодня. И мастер-классы, судя по этим маленьким столикам. Как вам такой бассейн? А еще позади меня диджей, с которым мы периодически говорим хором, извините, но он рассказывает что-то про мероприятие. И если в Заре выпущена коллекция для взрослых, то здесь в том числе можно найти классные наряды для детей в тематике фильма. Посмотрите, это платье очень похоже на главное платье Барби в фильме. И вообще здесь очень много симпатичных комплектов. Все такое стильное и в эстетике нового фильма. Еще здесь продается постельное белье Барби. Выбор огромный. Различные аксессуары, сумочки. Есть большие сумки, маленькие сумки, минималистичные. В общем, здесь собрали очень много мерча по Барби. Как говорится, вышел после премьеры и закупился. Какие-то кружки, бутылочки. Что-то более детское, что-то можно приобрести для взрослых. Выбор огромный. Какой мини-рюкзачок. И еще бренд Sabine выпустил коллекцию нижнего белья Барби. Здесь есть как белье для подростков, так и для взрослых девушек. Сейчас покажу комплект, который мне больше всего понравился. Вот такая нежнятинка. Ну и, конечно, здесь есть стенд с куклами. Здесь не только куклы по фильму, но и другие куклы Барби. Впрочем, все это мы видели с вами в магазине, но здесь это дополнили светящимися стендами с новыми куклами. Я бы, конечно, их получше поставила, поаккуратнее, но это мы с вами, коллекционеры, в этом разбираемся. Вообще коллабораций намного больше, чем мы с вами увидели в этом видео. Они выпускаются каждый день, и некоторые бренды есть в Таиланде, но коллаборации с фильмом Барби здесь просто не представлены. Например, мороженое Cold Stone. Я уже обрадовалась, что там мы найдем мороженое Барби, но, к сожалению, нам сказали, что это есть по миру, но конкретно в Таиланде нет. А еще у бренда Zara есть мужская коллекция, посвященная фильму для Кена, но в Таиланде тоже в мужском отделе тишина. Тайских Кенов обделили коллекцией. Перед фильмом решили еще зайти в магазин. Я знала, что у Альда есть коллаборация, и, к счастью, в Таиланде она тоже представлена. Витрина похожа на коробку Барби. Пойдем посмотрим на туфли. Также в этой коллекции сумочки и кеды. Что за прелестная туфелька. Похожа на туфельку Золушки. Подошва блестит. Повсюду брендинг, буковка B, а сами туфли полупрозрачные. Кстати, сумочки сюда поставили не из коллекции Барби. По-моему, тех, что продаются именно в этой коллекции, в наличии нет. Вот она здесь только на промофото. Туфельки стоят 4590 бат. Не дешевое удовольствие, но очень симпатичные. Ну а для кукол Барби с плоской стопой есть кеды Барби. О, какой красивый брелочек с силуэтом Барби. В общем, коллекция представлена не полностью, но есть красивые экземпляры. И внезапно, буквально в соседнем магазине у бренда Pamela тоже коллекция Барби. Правда, здесь она называется Malibu Princess, но оформление витрины, можно сказать, идентичное. С первого взгляда кажется, что весь этот уголок – коллаборация с Барби, но на самом деле здесь так интересно, на некоторых этикетках есть брендинг Барби, а на некоторых нет. Брендинг есть там, где есть лого. Здесь представлены вот такие кофточки. В общем, на холодную погоду, которой в Таиланде не бывает. Хотя нет, бывает в торговых центрах, где работает кондиционер. Вот это просто прелесть. Жилетка такая мягкая на ощупь. А здесь, кстати, нет брендинга Барби, но все же это именно из этой коллекции. Это костюмчик.
Хотя нет, на пуговках все же силуэт Барби. И футболка с жемчужинками. Ну все, я пошла смотреть фильм, долгожданный, и уже совсем скоро поделюсь с вами впечатлениями. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the noon. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Ну что, welcome to Barbie Land! Наконец-то посмотрели фильм. Мне он очень понравился. Я думаю, что он понравится всем, но коллекционерам кукол в первую очередь. Было очень прикольно смеяться над отсылками, над шутками, которые связаны с игрой с куклами. Также посмотреть на кукол Барби, которые есть в моей коллекции, только в реальном виде. И, наконец-то, мы узнали вообще, что там за замес. На самом деле, там поднимаются очень много проблем между людьми, каких-то социальных и так далее. Возможно, даже слишком много. В общем, я не буду сильно спойлерить, посмотрите сами. Но я думаю, что всем, кто подписан на мой канал, этот фильм точно понравится. И, кстати, среди подписчиков Boosty я разыграю такой же набор, не свой. Сейчас возьмем еще один и разыграю. Так что подписывайтесь, если хотите получить такой эксклюзивный бокс для попкорна и ходить с ним в кино. Ну и стаканчик. Спасибо всем вам за просмотр этого видео. Надеюсь, вам было интересно. И я желаю всем вам самого прекрасного дня. Пока!